Здравствуй, дорогой зритель. Это история о безграничной преданности собак. Перейдем к истории. В социальных сетях прокатилась волна возмущения по поводу поступка красноярской семьи. Когда-то они взяли щенка, ухаживали за ним, кормили, мыли, гладили, учили подавать лапу. Во время прогулки Рекс с гордостью вышагивал рядом с самыми дорогими людьми. Но все изменилось в один миг, когда в семье появился ребенок. Вся любовь, которую когда-то дарили четвероногому другу, досталась этой крохе. Пес стал изгоем. С ним забывали погулять, иногда он утыкался носом в пустую миску и терпеливо ждал, когда о нем вспомнят. Однажды Рекс попытался познакомиться с новым членом семьи, подошел к малышу и хотел понюхать. Но на него накричали и тут же прогнали. Сначала из детской, потом и вовсе выставили за дверь, увезли на одну из баз в нескольких километрах от Красноярска. Хозяин отпустил его с поводка и уехал. Он растерянно смотрел вслед удаляющейся машине и не понимал, что происходит. Работники базы подкармливали нового питомца. Чаще всего отдавали ему косточки, которые остались после обеда. Рекс не мог ни пить, ни есть, скучал по прежней жизни, по людям, которые его предали. Вскоре предприятие закрыли, пес сбежал. Через несколько дней он сидел перед дверью прежних хозяев. Но те не оценили преданность пса и прогнали из подъезда. К вечеру увидели его на прежнем месте. Одна из подружек молодой мамы однажды спросила: «Это не ваш пес вернулся?» И очень удивилась, услышав, что собаки у них нет. Так Рекс стал дворнягой. Его подкармливали жители дома, иногда он сам убегал, чтобы найти пропитание, но к вечеру неизменно возвращался к той самой двери. Замерзший, дрожащий, испуганный, он сворачивался возле нее калачиком и ждал. Ждал, когда его примут обратно. Каждый раз он с тоской смотрел на открывающуюся дверь, ловил взгляд бывших хозяев, но те отворачивались. И тогда у собаки глаза наполнялись слезами. Он опускал голову и поскуливал. Пес надеялся, что его позовут обратно. Они идут с ребенком гулять, а Рекс с ними, думая: «Я же ведь их», рассказала одна из соседок. А хозяева эти, так называемые, его гнали. Еще и ногой отбрасывали, пинали даже. Покушать ему ни разу не вынесли, хотя каждый день ходили мимо него. Жизнь у Рекса круто изменилась, когда про его историю узнали общественники и написали об этом в соцсетях. И тут же обрушился шквал звонков. Десятки людей захотели забрать Рекса себе. Звонков было много, но не все подходили, рассказала Ольга Медведева, зоозащитница. Пес очень привязан к бывшим хозяевам и к нему нужен особый подход, иначе он мог снова убежит к ним. Сейчас Рекс живет в поселке Памяти 13 борцов. У него теплая будка, но самое главное – новая любящая хозяйка. Галина Яковлевна сейчас на пенсии. Несколько месяцев назад у нее от старости умерла собачка. Женщина очень переживала по этому поводу. И тут звонит племянница, тетя Галя, такая вот история. И рассказала про судьбу Рекса. Та сразу ответила: «Вези». Рекса привезли, а он не ест, вспоминает Галина Яковлевна. Я бегом к ветеринару. У него кости в кишечнике оказались. Сейчас пролечили его и все хорошо. Я сама лучше не даем, но чтобы собака была сытая. Сейчас постоянно с Рексом разговариваю и разговариваю. Понемногу он отходит. Вот так у брошенной собаки началась новая жизнь. И хочется верить, что все у Рекса сейчас будет хорошо. Спасибо за то, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал, здесь много видео о животных. Сохраним им жизнь вместе.